Привет, ребята, и добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Подкаст для изучения русского языка через аутентичный контент. Сегодня я общаюсь с Лерой, моей давней подругой. Лера говорит довольно быстро, поэтому не забудьте включить субтитры. Полную транскрипцию и другие бонусы вы найдете на Patreon. И да, Лера преподает русский, и вы можете записаться к ней на занятия по ссылке в описании. Все, всех обнял. Приятного просмотра. Давай, Это невозможно. ответственный такой Так, стоп. момент. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Вы там уроки делаете? У вас там тетрадка, ручка? Что там пишете? Это я уберу. Это мой дневник. Я пишу вообще все. У меня куча ежедневников, личные дневники. Вот это вот мой для учебы. Угу. У меня много всего. Блин, круто. Я от руки, ты на пишешь? самом деле, я не писал от Кстати. руки несколько лет уже, наверное. Я пишу заметки, у меня тоже какие-то мысли, там, Это хочется какой-то записать. принцип? Но я обычно в заметках это делаю. Не то, что принцип, на самом деле раньше я писал во всяких этих блокнотах, потом я начал беспокоиться о моей privacy, вот, и перестал. Ну, вдруг кто-то у меня там заберет, отберет мой блокнот и прочитает все мои там планы на жизнь. Вот. Это какая-то психологическая травма, что ли? Недоверие к людям, к Ну да, окружающим, к семье. недоверие к Какие-то людям. такие ситуации были? Ну ладно, это подкаст не о моих травмах. Лера, привет, добро пожаловать на канал. Ты давно не записывалась. 3 года назад мы последний раз записывали видео. Да. Вот, и я очень рад, что мы Да, наконец-то Всё записываем. очень поменялось. Да, мы это все обсудим. Надеюсь, что батареи у тебя, у меня хватит. Вот. И почему я рад? Потому что, давно уже надо было тебя презентовать на канале второй раз, потому что ты преподаешь. Ты преподаешь на сайте Russian Progress. И это очень круто. И я, кстати, с тобой еще не общался на эту тему. Я не спрашивал особо, как тебе это нравится и как ты вообще это делаешь. Кстати, сегодня у меня было занятие с Жаном, вот, он передавал тебе привет. О, Да. я по нему скучаю. Ему привет. Жан, привет. Он по-любому будет смотреть. Да, он будет смотреть 100%. Да. Очень интересно у нас с тобой бизнес, что мы с тобой ни разу не разговаривали об этом даже. Да. Просто какие-то сообщения в Телеграме. Ну да, как-то так все. Да, так как то времени не было. Слушай, мне очень все нравится. Вообще, когда начинала, мы с тобой об этом разговаривали в январе прошлого года, то есть практически год назад. И это было все так в шутку, ты такой, ой, вот, давай тебе на сайт свой выложу. И я не особо во все это не сильно верила, потому что это же нужно иметь какую-то уверенность, чтобы, как и личностную, чтобы преподавать язык. То есть у меня вообще последние 1,5 года, особенно во время пандемии, у меня были серьезные проблемы с самой собой, так как я вообще не говорила на русском, очень-очень мало. И поглощала контент только на французском, на английском и так далее. И у меня были моменты, такие как бы... Наушник выпал, я так хорошо говорила. Ничего страшного. Так вот, здесь все заново. Вот. В общем, у меня были кризисные моменты, когда я разговаривала со своей семьей. Я действительно долгое время не могу, как некоторые слова, вспомнить. Причем, в какой-то момент я просто сижу с ними, и я смотрю на них, я понимаю, что у меня паника. Я не знаю это слово на русском. И вот это вот тоже не знаю. Например, какие можешь можешь привести пример, какие слова ты забывала прям? Может быть. Слушай, сейчас мне будет сложно вспомнить, я сейчас более-менее выправилась, конечно, но знаешь, это какие-то бытовые, наверное, я когда разговариваю с своими родителями, мы говорим больше про какие-то общие вещи в плане, как дела, как ты себя чувствуешь, как учеба, как работа. Это очень короткие разговоры, но нет, не знаю, там какие-нибудь слова мочалок, я пошла и купила постельное белье, либо я пошла, это мне там не сложно было вспомнить, и до сих пор иногда бывает, это нормально, ты же, я думаю, прекрасно сам понимаешь, что чем больше ты практикуешь какой-то язык, он у тебя в памяти ближе находится, чем другой язык, хоть он и твой,
native. Мгм. Ладно, мы поняли, родной язык. Вот. И, ну, у меня было, вот я точно прям помню, год назад, вот мне было прямо, я сидела и думаю, какой кошмар, как мне стыдно. То есть я, получается, ни на каком языке вообще хорошо не говорю. Ни на русском, ни на французском, ни на английском, вообще ни на каком. Вот. И поэтому для меня это был большой-большой челлендж вообще. Вот в январе мы с тобой поговорили, я так, типа, смешно, конечно, но я особо в себя не верила. Вот. Но потом как-то собралась, как это именно сайт Разместил как тебя на выставил. да. Мгм. разместил, все серьезно. Вот. И потом потихоньку началось. Мне легче думать, ну как, что мне помогает в преподавании, это то, что вот мое, наверное, любопытство. Ну, мне действительно интересно. Мне действительно интересно, что это вообще за человек, почему он учит русский, какой у него вообще там бэкграунд, чем он занимается, зачем ему это все, зачем ему языки. И вот, наверное, сложности проходят после первого урока, после Мгм. первого урока знакомства. Когда только ты наладил контакт с человеком, ты там поговорил, ты узнал его как universe, его, Мгм. понял, Его в чем он вселенная. живет. Давай, мы будем переводить слова. Вселенную. Да, его вселенную, да. Уже, да, появляется какой-то контакт уже более такой личный, и там уже гораздо легче дальше проводить уроки и понимать, что вот человеку нужно, Мгм. как мы можем разговаривать, о чем и так далее. И что, и ты вспомнил русский? Что думаю? Конечно. Ну, вообще, я во время ковида и после ковида я очень много читаю в целом, и тут я прям очень сильно ударила по русской классике, литературе и так далее. Вот, всякого такому, знаешь, типа по Достоевскому, которого я и так люблю, но я его еще начала читать, вот я Пушкина недавно еще купила. То есть вот это вот, как база. Короче, ты не вот хочешь русского все-таки языка. отпускать русский язык, Вот. хочешь, чтобы он у тебя был на высоте. Ну, конечно, не хочется. Это очень красивый язык, я считаю, до сих пор. Это очень красивый язык, и у нас чем больше ты живешь не в русскоговорящей среде, тем больше понимаешь его какие-то особенности, возможно. И вот для меня, мне кажется, русский язык очень вот именно в гранях чувств. То есть, да, конечно, я русскоговорящий человек, но мне кажется, на французском либо на английском, как будто бы, по моим ощущениям, меньше слов, меньше возможностей выразить себя, вот как именно ты себя ощущаешь, какие-то, знаешь, более такие экзистенциальные, возможно, не знаю, прилагательные, либо... Ну, то есть я много пишу и на французском, и на русском, но личные дневники всегда только на русском будут. Я так думаю. А Вот. Опять-таки, это не связано знаю, что с сильно тем, это что влияет. ты, все-таки не являешься носителем французского, или все же сам язык такой? Ну, вот хороший вопрос. Мне кажется, и то, и то. Мгм. И то, и то. Опять-таки, это же личное вот ощущение. И вот на французском я, мне кажется, хорошо на нем говорю, но как будто бы все равно многогранную русскую душу я не могу ее как объясниться в полной мере. Возможно, это только мое личное какое-то Ну, понятно, ты как бы видение вообще. всегда ты выражаешь свое же мнение, ты же не можешь за другого человека сказать, кто там, как. Вот. Поэтому понятно. Так, ну давай еще немножко о преподавании хотел тебя спросить. Как ты преподаешь вообще? Вот расскажи, какой твой метод, что ты делаешь? Слушай, ну тут тоже, раз в основном мы говорим про Russian Progress и про твой проект, то изначально мне очень сильно, конечно же, ведет. Изначально приходят люди с невероятным уже, с невероятной базой русского, с невероятным багажом знаний. Ты приходишь просто и думаешь, чему я могу их научить, собственно. Да. Я помню занятия вот у нас как с Себастьяном, в итоге мы с ним, он не продолжил занятия, но когда он с мной начал разговаривать, я думаю, боже мой, там такой уровень языка, просто, говорю, ты можешь меня поправлять, не я тебя, а ты. Он причем вот. год где-то изучает русский, да? По-моему, около года. Ой, я, кстати, я не помню, да, но там не очень огромный какой-то промежуток времени, хотя, слушай, не могу точно сказать, но он прекрасно говорит на английском, и французский это его язык, опять-таки, родной, но на русском я была просто шокирована. Но, опять-таки, это не единожды пример, и это очень сильно вдохновляет тебя, меня это как
Так, сейчас нужно русские слова находить, подожди. Да, это очень сильно вдохновляет, и это очень сильно может как тебя в тупик поставить. Вот, и поэтому как бы это мое и счастье, это мое проклятие. То есть получается, что я с людьми в основном просто разговариваю, я стараюсь максимально объяснить, как... Слушай, я сейчас реально, прям... У меня все, теперь прям 100% случилось на русском. Ну, ты им что-то объясняешь, вот именно грамматику, или просто говоришь? Вот, в основном, опять-таки, тот опыт, который у меня был на данный момент, до вот сегодняшнего дня, это было в основном говорение. Вот, опять-таки, Жан, мы говорили про него с ним, я ему, возможно, объясняла немножко больше, чем другим людям. Какие-то вот грамматические моменты, почему мы это слово употребляем, почему именно это, а не то, в чем там разница между двумя похожими словами. То есть, в основном, это такая легкая пробежка по грамматике. Не было еще случая, чтобы ко мне пришел человек и сказал, а давай все заново, вот с нуля. Мне было бы очень это интересно, но на данный момент у меня пока что не было такого опыта. Вот, и... Так что да, в основном это разговоры, очень много, на очень разные темы. Я думаю, что людям с хорошей подготовкой, с хорошей базой русского языка может быть интересно со мной, потому что я быстро разговариваю, крайне быстро разговариваю, и это такой челлендж для них тоже. Но я стараюсь, я сама по себе заметила, что за эти полгода у меня выработался какой-то такой более учительский голос, если я могу сказать, такой более спокойный, и я заметила, что более четкий, в жизни я... Да. И что в жизни это на меня влияет, то есть в моем обычном голосе, в обычных разговорах с друзьями я четче разговариваю, так что тут одни бенефиты. Ну, у меня тоже такое, у меня то же самое. Я научился как-то, знаешь, акценты делать, когда я говорю, чтобы речь была не монотонная, а вот какое-то слово выделить сложное или какой-то предлог, не знаю. Вот. Ну, здорово. Артём, у меня заканчивается зарядка, это невозможно. А как мы... У меня было нормально, это серьезно. А как мы записывать будем? А ты можешь подключить? Все, погнали. Окей. В общем, продолжаем тему преподавания. С учениками, которые приходят у нас с твоего проекта, они уже имеют очень хорошую базу русского языка, и мне не столько приходится их обучать, сколько я нужна им просто для практики. И вот то, о чем мы сейчас вот с тобой говорили, то, что мне бы хотелось иметь опыт вот именно с начинающими. У меня его пока что еще такого не было. Мне бы хотелось как бы все равно профессионально расти, как преподаватель. И мне хотелось бы начать вот с кем-то вот с азы, вот именно франкоговорящего человека обучать русскому. Потому что на английском я себя не чувствую еще настолько, знаешь, уверенной в себе. Вот у меня английский вообще, наверное, ты не поймешь в этом плане. Я столько контента потребляю, столько смотрю, разговариваю очень мало, разумеется. И я не чувствую силы своей Ну, я думаю, что и рынок уже, знаешь, все, наверное, обучают русскому через английский. Это уже не настолько интересно, я думаю, будет. А вот французский, да. Как у тебя с нидерландским, кстати? Ой, моя боль просто. Слушай, я прекратила вообще сейчас. Я не занимаюсь, наверное, уже с июля. Точно. Мне очень сильно нравится язык. Мне нравится язык, мне нравится культура, мне это вот все очень нравится. И преподаватель, и вообще конкретно вот этот просто процесс обучения для меня из всех языков, которые я изучала, это был самый приятный. То есть я прекрасно помню, как я вот готовилась к занятиям. Для меня это было просто вот вообще невероятное, просто какое-то наслаждение. Там смотрела каких-то блогеров, просто каких-то, чтобы нидерландский свой, как его практиковать. Вот. И куча заданий мы делали, и даже грамматических, и мне все было интересно. То есть, вообще все. И вот невероятное, конечно, удовольствие было, но просто в какой-то момент я поняла, что у меня приоритеты на тот момент, на сейчас пока что они немножко сменились. То есть мне интереснее стало самой преподавать на данный момент. И нидерландский, вот прямо сейчас я не вижу в нем необходимости. Вот через год я задумаюсь серьезно, потому что придет время моего трудоустройства, я живу в Бельгии, в которой я, конечно, говорю по-французски, но нидерландский всегда в плюс. И однажды бы мне хотелось работать в Голландии, в Нидерландах. И тогда я задумаюсь, чтобы была конкретная цель прямо передо мной. Потому что если 2 года назад, когда я начинала учить нидерландский, у меня была конкретная цель, это было 2?
да, 2 года назад, я хотела на магистратуру поступить на нидерландском. То есть у меня эта цель была, я была максимально замотивирована, оно вот было прям вот здесь, вот, дата была вот здесь вот, и просто так получилось, что в тот момент я передумала из-за других, не из-за языка, это было вот именно проблема, ну как не проблема, это было дело в программе, я в итоге решила не поступать на архитектуру, а продолжить дизайн интерьера. Ну, тогда цель моя испарилась, и лично я присоединяюсь к тем людям, которым должны быть очень замотивированы, чтобы выучить язык. Вот, у меня она пропала, и все, я куда-то... Ну все, я ушла по факту, то есть мне... Ну, ясно. Да. Так что вот, и... Понятно. Я, кстати, не изучал вообще нидерландский. Ну, я, наверное... Хотя не знаю, есть ли смысл изучать нидерландский, когда все говорят по-английски уже чуть ли не как на первом языке. Вот. Да, это правда, что все очень хорошо говорят на английском. Больше из прагматичных соображений. Слушай, ну мне нравится язык, вот ну правда, вот я не могу ничего... Вот, мне нравится язык очень сильно, мне нравится их культура. Звучание прикольно, да, звучит прикольно. Да. И он не немецкий, и он... Вот это именно смесь немецкого и английского, вот честно. Head is, и это вот все. Даже по культуре, да? По культуре нет. Культура нет, совсем другое. Вот если, опять-таки, у меня не было какого-то прямого столкновения с немецкой культурой, то есть, ну, я, конечно, путешествовала, вот у меня есть одна подружка, которая живет в Германии, ну, и для меня вот поездка в Германию — это не прям какое-то удовольствие. Я не знаю, возможно, это не моя страна, возможно, это не моя культура, но для меня они все равно какие-то, вот, стереотипные, суховатые. Они суховатые, они такие прям вот, очень, такие, ну, для меня они довольно холодные люди. Да. Вот, и нидерландцы, они другие, они более открытые, более общительные, более простые. Ну ладно, мы не будем немцев, это все-таки тоже смотрят канал. Да, давай. Что хотел это... Да, что хотел сказать. Да, я хотел с тобой поговорить уже на другую тему, немного о жизни в Европе. Ты уже сколько лет живешь в Европе? 5-й год пошел. Вот. 5-й год. И вообще, ну, как бы, для начала стоит, наверное, объяснить, как мы воспринимаем слово «Европа». Понятно, что Россия тоже географически является частью Европы, но и под Европой мы подразумеваем Европейский Союз, скорее, да? Ну, или... Да, то есть Европейский Союз и страны, которые, там, может быть, и не входят в него, но... Стоп, а что ты еще можешь... Подожди, вот на этом нужно остановиться. Что ты еще для тебя может быть еще Европейский Союз? Для тебя что? Для тебя... Давай не будем... Европейский Союз — это... Что все такие темы прямо... Ну что, это... Крым, русский... Да. Но это определенное, согласись, это определенное общее пространство, да, это союз. То есть там определенные свои правила, и Россия, она очень сильно отличается от... То есть есть у нас, например, ну там... Франция, Германия, Италия. Согласись, они ближе друг к другу, чем Россия. Россия — это вообще как бы... Даже вот славянские страны, типа Польша, Чехия, там, я не знаю, любая страна, Сербия, они все равно друг к другу как-то ближе, чем Россия. Россия — это как бы другой мир. Слушай... Вот я про это. Так, ну я пытаюсь там думать. Ну вот у нас, допустим, на прошлой неделе был разговор с моим хозяином, вот с моей квартиры, в которой я живу, и мы разговариваем, в какой-то момент он говорит, ну Европа, ну в плане Европы, которые все говорят, то есть не Италия, Испания, а Европа в плане северная. То есть, опять-таки, в нашем контексте в Бельгии, когда мы говорим про Европу, мы говорим про наш менталитет холодный, как, ну, холодный, северный, про больше вот это вот высокий уровень жизни, большие налоги и отвратительный климат. И в Италии и Испании там другая Европа, но это все Европа. То есть я не могу сказать, что все мы живем в одном более-менее пространстве. Ну, сложно сказать. Ну, в общем, есть все равно вот очень да, ну, простое... у тебя другое, так как ты там живешь, у тебя другое представление из России, как бы у нас понятно, что мы деталей не знаем, и нам кажется, что там все довольно похоже. Я хотел просто с тобой поговорить, как тебе вообще живется в Европе? Отличный вопрос. Слушай, ну вот честно, на самом деле это прям очень актуальный вопрос для меня сейчас как никогда.
Потому что вот 5-й год я здесь живу, и я наконец-то поняла, что мне все нравится, вот наконец-то. Потому что у меня, как, наверное, у многих иммигрантов, ну, у меня была как психологическая травма по поводу переезда. Но это я поняла гораздо позже. То есть, как со всеми кризисными ситуациями, у человека есть 5 стадий. Это вот как эйфория сначала, потом вот как гнев, отрицание, потом принятие и так далее. То есть, возможно, я неправильно сказала, но ты понимаешь, о чем я говорю. И вот я года 2, вот у меня года 2 было очень сильного пристраивания, 2 года я себя очень плохо чувствовала. То есть, нет, скажем так, по порядку. Первый год я переезжаю, у меня полная эйфория, абсолютно розовые очки. Мне кажется, я живу вау в Европе. Ну, если представляешь, мне 18 лет, я из Новосибирска, я приезжаю в Европу. Вот тогда вот тогда я была, вот я прекрасно понимаю, что я жила не в Бельгии, то есть я жила не в реальности, а я жила просто в какой-то Европе, которую я сама себе придумала, которую мы все себе придумываем, когда мы живем вот в других странах. Не только в России, такая ситуация у китайцев, корейцев, которые такие: вау, Париж, а потом приезжают, а там типа Париж вонючий. Не будем тоже про это рассказывать. Но получается... Даже есть такое понятие синдром Парижа. Да, вот. Вот это была именно такая у меня тема была. Вот я приехала, такая: вау, в Европе всегда все хорошо, никаких проблем нету. Я все очень сильно идеализировала, я была просто в восторге. И вот насколько у меня первый год был максимально эйфорический, и второй год у меня была просто яма. Я тогда столкнулась на тот момент со всеми административными, бюрократическими проблемами у меня были... Для меня был просто абсолютный полный культурный шок и вообще жизненный шок, что как долго и как сложно получать эти документы, как людям это не хочется делать, какие они неприятные с иммигрантами. То есть, это было очень мне сложно пережить. И вот сейчас, вот на данный момент я поняла, что все хорошо, я уже все поняла, я уже поняла и плохие стороны этой стороны, и хорошие. Я уже ни на кого не надеюсь. У меня также был период, когда я думала, что вот, мне нужно срочно заводить семью, и я прекрасно сейчас это понимаю, что у меня был момент, когда я очень сильно хотела выйти замуж. Не просто потому, что я такой человек. Я хочу выйти замуж. Но потому что еще у меня было ощущение, что если я заведу здесь семью, я буду не одна здесь точно. А вот это вот ощущение одиночества иммигранта, оно вот... может понять только иммигрант. Когда ты ты один, ты нафиг никому не нужен здесь. То есть, конечно, ты разговариваешь с своими родителями, которые там тебе помогают, там друзья какие-то, но, допустим, если ты не завел себе друзей, очень таких, знаешь, надежных, и вот на которым можно доверять, тебе плохо в какой-то момент, и ты никому не можешь обратиться, ты сам должен из всего выходить. И вот это вот одиночество такое, которое тоже, к нему тоже нужно привыкнуть и вот научиться с ним жить. И вот сейчас я поняла, что я научилась. Вот мне теперь никто уже не нужен прям постоянно. Я сама прекрасно с этим справляюсь. И если я хочу выйти замуж, это потому что я хочу, а не потому что мне страшно быть одной. Мне не страшно больше. Но это вот на 5-й год моего здесь жития. Вот. Сейчас мне все хорошо. Я... живу, наслаждаюсь жизнью. Вот такой сложный спич по поводу жизни. Круто. У меня на самом деле, наверное, вряд ли это можно назвать похожая история, потому что я никогда не жил в Европе, но какие-то определенные стадии в моем отношении к жизни в Европе, они тоже были. То есть сначала тоже я мечтал переехать, особенно после первого путешествия, вырваться просто из России, поехать в Италию, жить и все, говорить на итальянском, есть пиццу, какое-то вот такое представление, что твоя жизнь как-то качественно изменится, если ты просто окажешься там и будешь там жить. Вот. Потом, и всегда на самом деле до недавнего времени я вот держал эту мысль о том, что я уеду, и не переезжал, и вот, собственно, я до сих пор в России, но особенно я еще больше убедился в том, что я, наверное, не хочу переезжать. Это во время пандемии и после пандемии, когда в Европе все-таки я видел со стороны, было жестче, чем в России в плане ограничений и так далее. И то есть я по-другому начал смотреть вообще на Россию, на свою страну. У меня даже, можно отчасти сказать, взгляды мои политические даже изменились. То есть я стал более таким
консервативным, может быть. Мгм. И все это как раз-таки связано с тем, как я себя ощущаю в России. Ну и вот я недавно был на Кипре. Это Евросоюз, ну, можно, наверное, сказать, что это Европа. А, Ну, это И Кипр. проблема была, как бы, две проблемы основные. Ну, все-таки я думаю, что... Ну, ты мне скажешь сейчас. Две проблемы основные, которые у меня там были, это... Ладно, три. Деньги, то, что там намного дороже. Интернет, который Дороже. просто Очень, отсутствует там. очень дорогой. И третье, это... Третья проблема — это, опять же, ковидные ограничения. То есть не то, чтобы там какой-то кошмар, но заморочек больше. То есть я там должен был пас показать, какую-то вот эту вакцину, маски там больше заморачиваются. Вот. И как в Бельгии вообще вот по этим 3 пунктам, вот мне интересно. Продолжение следует.